В этом видео мы рассмотрим возможности для преобразования геометрии трехмерных сеточных моделей и площадных данных, а также возможности для математических операций с сеточными моделями и картами. Предварительно в проект была загружена модель скоростей продольных волн, также загружено несколько 3D-гридов, одна граница и, соответственно, появилось два слоя, наблюденное гравитационное поле и несколько карт. Начнем с возможности для преобразования геометрии. Данные опции расположены в меню «Редактировать» и распределены по сеточным моделям, горизонтам и наблюденному полю. И первая опция, которая доступна, это изменение параметров разбиения. Начнем рассмотрение сеточных моделей. Первое, что мы рассмотрим, это изменение параметров разбиения. Параметры разбиения подразумевают под собой минимальную и максимальную координату по каждой оси, а также шаг, то есть размер ячейки. С помощью данной опции можно интерполировать и экстраполировать модель, и мы можем увидеть во вкладке параметров разбиения либо все сеточные модели, то есть все модели, которые загружены во вкладку сеточные модели, а также по отдельности можно менять параметры разбиения сеточных моделей. Если вы хотите поменять параметры разбиения модели, загруженные в блок 3D-гридов, то тогда необходимо по соответствующей модели нажать правой кнопкой мыши и выбрать пункт «Regrid». Аналогично можно выбрать Regrid и для моделей, которые загружены в блок сеточные модели. Итак, рассмотрим изменение параметров сетки той модели, которая у нас имеется, а именно распределение скоростей продольных волн. В появившемся окне необходимо указать минимальную и максимальную координату по каждой оси. Еще раз повторюсь, можно не только задавать координаты в пределах тех, которые уже имеются, но и также расширять модель. Тогда будет производиться экстраполяция, и программа будет продлевать крайние ряды ячеек до нужной координаты. Шаг можно задавать как больше, так и меньше текущего, причем не обязательно задавать кратный шаг, то есть, например, сейчас у нас шаг 200 метров, мы можем задать, например, шаг 75 метров. Или можем задать больший шаг, например, 300 метров. Тогда при определении значения в каждой новой ячейке будет определяться, в какую ячейку попадает ее центр, и значение будет браться с той ячейки, в которой попал центр новой ячейки. Укажем некоторые координаты по оси Y и по оси Z. Можно заметить, что текущие координатные пределы не кратны шагу. В таком случае программа будет автоматически пересчитывать максимальную координату, при этом приоритетными является минимальная координата и размер ячейки. Активируем данную опцию, мы можем увидеть, что что-то поменялось на 3D-модели, и также можно увидеть, что в менеджере свойств подписываются уже новые координаты и новый шаг по каждой оси. Следующая опция, которая доступна для редактирования сеточных моделей, это смещение координат. Можно сместить координаты на 0, либо на некоторое заданное значение. Данные две опции применяются к видимой модели, то есть сейчас у нас визуализируется распределение скоростей продольных волн, и именно к нему будет применено смещение координат. Данные две опции могут быть полезны, если вы хотите работать в некоторых условных координатах, в некоторых относительных координатах. Воспользуемся опцией смещения координат на 0 и увидим, что немножко поменялись подписи к осям. Если мы еще раз активируем скорости продольных волн в дереве проекта, мы можем увидеть, что минимальная координата по оси x и y теперь равны нулю. То есть модель параллельно перенеслась таким образом, чтобы ее левый нижний угол, если смотреть сверху, попадал в координату 0, 0. Аналогичным образом можно сместить координаты на некоторые заданные значения, то есть мы можем, например, захотеть, чтобы левый нижний угол модели был на координате 15 тысяч, 20 тысяч по осям x и y. И опять же модель параллельно переносится таким образом, чтобы левый нижний угол был на координате по x 15 тысяч, по y 20 тысяч. Следующая опция, которая доступна для редактирования сеточных моделей, это ремасштабирование. Эта опция бывает актуальна, если вы импортируете данные из некоторых источников и, например, эти данные содержат координаты в километрах или в других единицах.
Напомню, что в GraphMapping в 3D расстояния должны измеряться в метрах для корректных вычислений прямой и обратной задачи. И если вы импортировали гриды, например, в километрах, то вы можете соответствующие оси домножить на 1000. Либо, если используются какие-то другие единицы, вы можете домножать на произвольные числа, то есть это могут быть не обязательно целые, но и также дробные числа. И справа также нужно выбрать ту сеточную модель, для которой необходимо применять ремасштабирование. В данном случае мы используем ремасштабирование для скоростей продольных волн. Если вы хотите ремасштабировать 3D-грид, то нужно по соответствующему 3D-гриду нажать правой кнопкой мыши и выбрать пункт «Ремасштабировать». Мы можем заметить, что сейчас для скоростей продольных волн все координаты домножились на 1000 и модель растянулась. Следующая опция для редактирования геометрии называется «Границы грида». Она актуальна, если, опять же, вы импортируете данные, в которых некорректно заполнены заголовки, соответствующие расстояниям. То есть либо они заполнены неправильно, либо вообще не заполнены. Тогда вы можете вручную указать минимальную и максимальную координату по каждой оси, и модель растянется к этим координатам без изменения количества ячеек. Например, мы можем указать, что модель должна иметь минимальную и максимальную координату по осям x, y 0, 50 тысяч, и по оси z 0, 10 тысяч. И мы видим, что распределение свойств не поменялось, но при этом модель привязалась к тем координатам, которые мы указали. Данная опция распространяется на видимый 3D-грид или на видимую сеточную модель. То есть то, что визуализируется, к тому и применяются новые границы грида. Ну и, наконец, последняя опция, которая имеется в блоке редактирования сеточных моделей, это заполнение пустот. Данная опция актуальна, если вы импортируете модель, обрезанную по какому-то полигону. И за пределами полигона ячейки заполняются нулями. А опять же, для корректного моделирования необходимо, чтобы модель была расширена до прямоугольника. И опция заполнения пустот автоматически заполняет пустые значения ближайшими. Но в текущей модели у нас пустот нет, поэтому и использование данной опции ни к чему не приведет ни к каким изменениям. Схожие опции имеются и для горизонтов, то есть также можно поменять параметры разбиения горизонтов, то есть параметры сетки. Также можно сместить координаты на 0 или на заданную координату и заполнить пустоты. Кроме того, также можно вручную отредактировать форму горизонтов. Мы рассматривали данную опцию в видео про подбор формы границы. Также можно добавить новый горизонт в проект. Можно добавить горизонтальную границу на заданной глубине. То есть мы можем указать глубину горизонта, например, 2000 метров. Мы можем увидеть, что теперь у нас 3 слоя. И можем увидеть, что у нас появилась еще одна граница, как раз на глубине 2000 метров. И также можно поменять, точнее перевести абсолютные отметки в глубину. То есть если вы импортировали горизонты из файлов, в которых глубина была задана отрицательными значениями, а в GraphMapping в 3D ось Z направлена вниз, то вы можете домножить все горизонты на минус единицу. И таким образом они перевернутся. Можно увидеть, что действительно все домножилось на минус единицу и границы перевернулись. Также можно менять параметры наблюденных полей, также можно поменять параметры сетки, сместить координаты на 0 или на заданную координату и заполнить пустоты. Перед тем, как мы перейдем к рассмотрению опций для математических вычислений, зададим первоначальную скоростную модель. Убедимся, что это она. По количеству ячеек действительно похоже, но можно увидеть, что модель обрезанная. Это возникает из-за того, что при построении граней программа ориентируется на номер ячейки, а у предыдущей модели, которую мы использовали, которую преобразовывали, количество ячеек было, точнее, отличалось от текущего. Поэтому могли произойти некоторые сдвиги. Но с помощью редактора срезов мы можем подвигать грани и увидеть полную модель. Теперь перейдем к рассмотрению калькулятора для 3D-гридов. В программе имеются возможности для вычислений с 3D-гридами по ячейкам, то есть поэлементные вычисления.
Для этого нажмем правой кнопкой мыши по вкладке 3D гриды и выберем пункт калькулятор. Появляется окно, в котором имеется список гридов и также обозначения, которые необходимо использовать в формулах. Синтаксис формул рассмотрен в инструкции к программе более подробно. А сейчас отмечу, что формулы чувствительны к регистру, и обязательно те обозначения, которые здесь написаны, нужно использовать именно с маленькой буквы. Рассмотрим пару примеров и для начала попробуем рассчитать избыточные плотности по полным значениям плотности и средним. То есть в проекте имеется такой куб плотностей и такая вот модель, которая представляет собой средние значения плотности на каждой глубине. И если мы вычтем из полных значений плотности средние значения, мы получим избыточные плотности. Тогда мы вводим G3 минус G2, нажимаем «Вычислить». Требуется некоторое время для того, чтобы прошли вычисления. И после того, как вычисления завершаются, в проекте появляется новый 3D-грид. Вот мы можем увидеть, что он появился, при этом программа автоматически дает ему название в соответствии с введенной формулой. То есть у нас здесь название плотности минус средней плотности. Ну и название начинается со слова mass. Если мы визуализируем данный грид, то увидим, что действительно похоже на избыточные плотности. При использовании калькулятора пользователь может использовать не только сложение, вычитание, умножение, деление, но и более сложные операции, например, тригонометрические функции или логарифмы. Такие операции должны начинаться с ключевого слова mass, и через точку дальше уже указывается название операции. Обратите внимание, что слово mass должно быть написано с большой буквы. Например, мы можем попробовать вычислить логарифм значений скоростей продольных волн. Только скорости продольных волн обозначаются не VP, а G1. Вот если мы сейчас нажмем «Вычислить», то программа скажет нам, что у нас ошибка в синтаксисе. Меняем VP на G1, нажимаем «Вычислить». Опять же требуется некоторое время, чтобы вычисления завершились. И после вычислений опять же в проекте появится новый 3D-грид. И мы можем увидеть, что по масштабу значений действительно похоже на натуральный логарифм. Первоначально скорости были где-то от 2000 до 6000. Теперь мы видим логарифмы в другом масштабе. Движемся дальше и рассмотрим калькулятор для карт. Для карт, который загружен в проект, также имеется калькулятор, причем он абсолютно такой же, как и для 3D-гридов. Если мы откроем калькулятор для карт, то мы увидим точно такое же окно. Также здесь имеется список гридов и список обозначений. И снова можно производить некоторые математические операции с абсолютно тем же самым синтаксисом. Сейчас в проекте имеется карта гравитационного поля, рассчитанного на отметке 0 метров и на высоте 1000 метров. Мы можем попробовать вычислить локальную компоненту путем вычитания из первого гравитационного поля, второго, то есть пересчитанного вверх. Нажимаем «Вычислить». Видим, что появилась новая карта и действительно похожа на некоторую локальную компоненту. Также отмечу, что при использовании калькулятора для 3D-гридов или для карт необходимо следить за разбиением модели. Программа не сможет выполнить вычисления с теми гридами или картами, у которых разное количество ячеек. То есть сейчас мы можем увидеть, что, например, у карты гравитационного поля на отметке 0 метров количество ячеек 455 на 422, а у карты H1 909 на 843. Ну и, например, если мы попробуем сложить эти две карты, то программа нам скажет, что выбранные гриды имеют разные размеры и не сможет выполнить вычисления. Теперь перейдем к рассмотрению остальных математических операций, которые находятся во вкладке «Модель 3D-грид». Начнем с того, что каждый 3D-грид можно обнулить, то есть заполнить нулевыми значениями. Данная опция применяется к видимому 3D-гриду или сеточной модели. То есть в данном случае у нас визуализируется результат вычисления логарифма скоростей продольных волн. И если мы нажмем «Обнулить», то именно этот грид заменится нулями. Движемся дальше.
Следующая вкладка – это математические операции. И здесь первая опция называется формула. С помощью данной опции можно проводить математические вычисления с сеточными моделями. То есть можно было заметить, что когда мы работали с калькулятором для 3D-гридов, в нем были только те модели, которые загружены как 3D-гриды. Если вы хотите работать с сеточными моделями и выполнять с ними некоторые операции, то вы можете либо сохранить их в 3D-гриды, либо использовать калькулятор, который находится во вкладке 3D-грид, математические операции и формулы. Синтаксис формул точно такой же, как и для 3D-гридов или карт. При этом здесь можно увидеть, что под полем для ввода располагается список моделей, которые могут использоваться. Красным обозначаются те модели, которые не могут использоваться или не загружены в проект. Зеленым обозначается то, что может использоваться. Поскольку сейчас в проекте имеется только скорости продольных волн, мы можем использовать только их и еще вместе с ними глубину, которая снята с этой модели. И мы можем, например, вычислить произведение скоростей продольных волн и глубины. После ввода формулы мы нажимаем ОК. Также требуется некоторое время на вычисление. И результат вычислений записывается в 3D-гриды. Мы можем увидеть, что таким образом выглядит произведение такой вот модели на глубины. Также на всякий случай отмечу, что здесь уже обозначения используются те, которые подписаны ниже. То есть если в калькуляторе для 3D-гридов мы использовали обозначение G с номером грида, то здесь используются свои обозначения, которые подписаны ниже, и они также чувствительны к регистру. Рассмотрим следующие математические операции. Помимо использования вычислений по формуле, также можно вычесть, прибавить некоторую сеточную модель, либо умножить или разделить на сеточную модель. И также можно прибавить средние значения, которые вычисляются на каждой глубине. Если мы выбираем одну из этих опций, далее необходимо выбрать путь к файлу, который будет использоваться для вычислений, и он будет вычитаться, либо прибавляться, либо на него будет происходить умножение, либо деление. И также во вкладке математических операций есть возможность вычисления градиента. Можно вычислить градиент по осям x, y, z, можно вычислить модуль горизонтального градиента и модуль полного градиента. Вычисление всех градиентов выполняется по видимой модели, так же как и операции, связанные с вычитанием, прибавлением, умножением, делением и прибавлением средних. То есть к видимой модели прибавляется, вычитается, ну или так далее. В общем, с видимой моделью выполняется выбранная операция. Можем попробовать вычислить полный градиент по видимой модели. Результат вычисления сохраняется в 3D-гриды, и ему дается некоторое первичное название. Движемся дальше, и следующее, что имеется в программе, это возможность работы с послойным уровнем. Для видимой модели можно удалить минимальные значения, средние значения, либо вычислить средние значения на каждой глубине. Активируем некоторую модель, например, распределение плотности. И мы можем для этого распределения плотности, например, удалить минимальные значения на каждой глубине. И таким образом получить избыточные плотности. При этом работа со средним уровнем применяется, опции вычислений средних уровней применяются к текущей модели и заменяют текущую модель. То есть в данном случае плотностная модель заменилась. Также можно удалить средние значения, либо рассчитать средние значения. То есть рассчитать горизонтально слоистую модель. Следующая опция, доступная для трехмерных моделей, это сглаживание. Видимую модель можно сгладить, при этом можно выбрать вариант сглаживания. Можно сглаживать либо всю модель, либо сгладить только модель в пределах какого-то слоя, если, опять же, в проекте имеются границы, либо можно сгладить вдоль кровли слоя. Далее выбирается тип фильтра и ширина фильтра по каждой оси. То есть необходимо указать ширину фильтра в метрах, исходя из этого рассчитывается количество ячеек, которые затрагиваются при осреднении.
Ну, в данном случае ничего менять не будем, нажмем ОК и посмотрим результат вычисления. Вот мы можем увидеть, что модель немного изменилась и стала более гладкой. При этом сглаживание применяется опять же к видимой модели и заменяет ее, то есть не создает новой модели. Теперь перейдем к блоку опций, связанных с пересчетом скоростных моделей в плотностные и плотностных моделей в скоростные. Для начала рассмотрим пересчет скорости в плотность. В проекте уже имеется сеточная скоростная модель, и именно она будет использоваться для пересчета в плотностную модель. Зайдем во вкладку «Глубина, скорость, плотность», и здесь имеется три пункта. Пересчет по формулам, пересчет по формуле Гарднера, либо с помощью машинного обучения. Пересчет по формуле Гарднера переводит скоростную модель в плотностную с помощью общей формулы Гарднера для телегенных пород 31 умножить на скорости продольных волн в степени 1/4. Если мы нажмем на данную кнопку, то вся скоростная модель пересчитается в плотностную, и мы видим, что в проекте появился разрез плотности, у него такие же параметры разбиения, что и у скорости, и для этой модели теперь можно решать прямую задачу и также обратную задачу. Опция пересчета скоростной модели в плотностную по формулам может использоваться для пересчета модели послойно. То есть вы можете для каждого слоя задать свой закон. То есть сейчас у нас в проекте 3 слоя. То есть мы можем увидеть 2 границы и, соответственно, 3 слоя. И для каждого слоя можно выбрать свой закон пересчета. Можно выбрать формулу Гарднера, опять же общую формулу Гарднера для телегенных пород, либо константное значение, также формулы для водонасыщенных и газонасыщенных пород. При выборе водонасыщенных или газонасыщенных пород необходимо также указать значение минеральной плотности в граммах на сантиметр в кубе, а также максимального значения пористости. И в зависимости от выбранных значений, а также глубины, будут вычисляться значения плотности. Формулы, по которым происходит вычисление, описаны в инструкции к программе. Также можно выбрать квадратный трехчленный, его также можно использовать для линейного пересчета и скорости плотности. Достаточно коэффициент при ВП в квадрате указать равным нулю. Либо, если вас не устроил ни один из вариантов, то вы также можете выбрать другое и ввести свою формулу. При этом здесь вы можете использовать не только скорости продольных волн, но и скорости поперечных волн, а также глубину. Обозначения у них ВП, ВС и H. ВП и ВС пишутся с большой буквы. Попробуем пересчитать модель по общей формуле Гарднера для верхних двух слоев, а для нижнего попробуем выбрать квадратный трехчлен, но при этом попробуем линейный пересчет. Укажем некоторые значения и посмотрим, какая у нас получится плотностная модель. Вот. Ну, мы можем увидеть, что действительно ниже последней границы у нас происходит некоторый скачок, и плотность значительно отличается от того, что было выше. Мы можем сейчас снова зайти в окно ввода формул и поменять коэффициенты и посмотреть, как изменится модель после изменения. Ну, мы видим, что у нас плотности стали побольше, потому что и константное слагаемое мы увеличили, и коэффициент для скоростей продольных волн тоже увеличили. И видим, что теперь также происходит скачок плотности, но теперь в большую сторону. Наконец, перейдем к последнему варианту пересчета скоростной модели в плотностную, которая доступна в программе. Это пересчет с помощью машинного обучения. При активации данной опции появляется окно, в котором можно выбрать путь к файлу с обучающей выборкой. Файл с обучающей выборкой – это текстовая таблица, которая обязательно содержит плотности и также может содержать глубины, скорости продольных волн, скорости поперечных волн и индекс слоя. Также в данном окне можно выбрать алгоритм машинного обучения, который требуется. Подписываются среднеквадратические ошибки предсказания плотности по кросс-валидации. Если вы меняете параметры обучения, ну, например, меняется алгоритм, то вы можете снова нажать «Обучить модель», и тогда модель заново обучится. И после обучения модели можно увидеть диаграммы рассеяния. По вертикали откладывается плотность, по горизонтали параметр, с помощью которого осуществляется предсказание. Здесь
Сейчас мы видим только скорости продольных волн, но также, если бы в обучающей выборке была глубина или бы скорости поперечных волн, также для них бы строились графики. Правый график – это ошибка предсказания, то есть разность между истинным и предсказанным значением. Если вас устраивают результаты обучения, то вы можете нажать «Рассчитать плотности». И далее с помощью обученного алгоритма трехмерная сеточная модель скоростей будет пересчитана в трехмерную сеточную модель плотности. Ну, мы можем увидеть, что с помощью машинного обучения мы получили вот такую модель. И дальше уже ее можно использовать для моделирования, для решения прямой задачи и обратной задачи. Также можно плотностную модель перевести в скоростную. Можно перевести плотностную модель скоростную по формулам для каждого слоя. То есть также можно выбрать один из вариантов пересчета. В данном случае можно использовать формулу Гарднера, константу, либо квадратный трехчлен, либо ввести опять же формулу, которая не попадает под вышеуказанные категории. Также можно пересчитать всю плотностную модель в скоростную по общей формуле Гарднера. Ну и в данной версии возможность пересчета плотностной модели в скоростную с помощью машинного обучения отсутствует. И, наконец, последняя опция, доступная для 3D-гридов, это статистика. Для текущего, то есть для видимой модели, можно рассчитать статистику. При этом рассчитывается статистика не только по всей модели, но и также отдельно по слоям. То есть можно увидеть минимальное, максимальное, среднее значение в каждом слое, а также на всей модели. На этом рассмотрение возможностей для изменения геометрии модели, а также для математических операций завершается.